Всем привет, друзья! Воскресенье, жаркий день. И сегодня немножко поболтаем о обработке пчел от клеща. Сколько раз нужно ее делать. И такой будет разговорный жанр. Пишите в комментариях, кто как обрабатывает, чем и сколько раз за, можно сказать, осенний период, скажем там. После того, как отобрали мед, сформировали в зиму и после выхода расплода. Как кто контролирует особь и так далее. Будет интересно почитать, и вроде бы у нас с вами такое общение. Но перед этим не забывайте подписаться. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, для начала расскажу, как делаю я. И в принципе для моей местности, для моей заклещенности этого достаточно. Первый раз идет обработка после того, как я сформировал пчел в зиму. Какие препараты там я уже не буду уточнять, потому что каждый пчеловод выбирает для себя. А то получится, как бы я за что-то агитирую, чтобы потом не было ко мне никаких претензий. Думайте своей головой, придите в магазин, вам предложат множество и пластинок, и кислот, и чего хочешь. В общем, отобрал, собрал в зиму, обработал, проконтролировал особь. И смотрю, если есть какие-то семьи, скажем, где... Не все, я смотрю, конечно, контрольные группы. Если с контрольных семей есть много клещей, могу через 2 недельки, через недельку повторно обработать. Все, опять же контроль особи. И жду, можно сказать, выхода расплода. После того, как вышел расплод, опять идет повторная обработка. Если я вижу, что практически клеща там минимум падает, и опять же, где в каких семьях побольше, могу обработать еще через недельку, даже уже когда нет расплода, и вроде бы обработал, опять контрольные подозрительные семьи, как бы 3-й раз. И анализирую уже после 3-й обработки подозрительных семей, сколько упало клеща. И в принципе этого достаточно. 2-3 раза в осеннем периоде я делаю обработку. Вроде бы зимовка нормальная, заклещенность минимальная. Конечно же, всех клещей выбить тяжеловато, потому что это нужно уже обрабатывать, можно сказать, в декабре. Есть окна, они летают очень долго у меня. И, соответственно, вроде бы всех как бы обработал пчелок. Но они еще контактируют, где-то могут принести. Ну да не суть. Самое главное это зимовка. Если зимуют пчелки спокойно, соответственно и клеща там у них практически нет. Я не спорю, что будут писать пчеловоды, что пчелки все равно с клещом зимуют. Да, потому что где-то он берется все-таки, но его там очень мало. Еще такой, друзья, нюанс. Если, скажем, вы обработали от клеща, там поставили пластинки, скажем, и контролируете особь, и видите, что нету ни одного клеща, стоит вам задуматься. Вряд ли такое возможно, чтобы вообще в семье за сезон не было клеща. Возможно, препарат не рабочий. Нужно, скажем, подождать там недельку, убрать те пластинки и обработать другим препаратом, сравнить результаты. Если совсем нет клеща, вряд ли так вам повезло, что у вас такие пчелки, что клещ к ним как бы равнодушен. Понятное дело, это не точное такое измерение, что, скажем, я подложил эти листочки, я уже знаю, сколько у меня клеща, но такой средний процент по пасеке можно как бы вычислить. Если пасека у вас, скажем, такая небольшая, там 5-10 семей, можно под каждую подсунуть листочек, смазать его каким-то вазелинчиком, чтобы клещ не скакивал, и тогда вы будете видеть явную картину. Также можно на листочек положить какую-то сеточку, чтобы не было такого, что когда-то я уже доказывал такое, там пчеловоды говорят, у тебя дно глухое, пчелки успевают выбрасывать. Успевает выбрасывать, если бы я проверял, скажем, там посредине дня, либо в конце дня. Если я обработал вечером, и утречком пришел, посмотрел, они не успевают, скажем, выбросить клеща. Пускай там, может, немножко где-то и теряется его, но все равно я вижу, что он есть хотя бы.
Когда-то, повторюсь, я уже доказывал, я на листочек сеточку ложил, то есть уже никак там пчелки не контактировали, и все было то же самое. То есть ничего не изменилось. Это уже такое. Можно придумать там что угодно, но вы должны контролировать. От этих ваших манипуляций зависит зимовка. Если вы не сработаете сейчас, как я повторял и говорю, и буду говорить, зимовка будет проблемная. Так что, друзья, подводим итоги. Я обрабатываю 2-3 раза в зависимости от ситуации, потому что и сезоны разные, и погодные условия разные, и развитие как и пчел, так и клеща разные. В принципе, мне этого достаточно. Ну, а вы напишите, скажем, как вы обрабатываете. Возможно, больше, возможно, меньше. Возможно, кому-то повезло, и у него пчелки без клеща живут. Интересно будет узнать и почитать. Все, друзья, на этом. Занимайтесь пчеловодством. Все у вас получится. Пока.